добрый день. Здравствуйте. Лермонтовский? Да. Я чувствую, что-то запахло. Не могли бы не курить, пожалуйста? Потому что машинки у меня не курят. С пониманием. Слушайте, я всегда курю. Не, ну вы-то, может быть... Нет, я понимаю, что вы всегда курите, если вы курите. Просто у меня в машине, нельзя курить. Ну, я просто сколько на такси не езжу, всегда все нормально. Ну, слушайте, вы... Всегда что-то бывает в первый раз. Вот я вам сегодня первый раз откажу курить в машине. Ну, давайте, я не знаю, окно открою. Не надо окно открывать, я просто не даю курить в машине с открытыми окнами, закрытыми. Вот вне машины, пожалуйста, хотите, мы остановимся, я включу ожидание, вы покурите, и мы поедем, если на то пошло, вам не имется. Ну, я не готов. Во-первых, дышать этим, во-вторых, чтобы были у меня претензии с следующими пассажирами. Ну, вот просто не хочу. Вот у меня есть такое правило, не хочу и все, поэтому я прошу вас убрать эту штуку. Вы понимаете, то, что дыма даже толком нет? Да я не хочу понимать, девушка, вот правда. Ну, и объяснять вам, взрослому человеку, почему это не надо делать. Вот не надо и все. Ну, слушайте, я комфорт, наверное, вызываю не просто так. Да мне все равно, что у вас в голове, какие мысли по поводу вызова определенного тарифа. В тарифе не обозначено, что вы можете курить, распивать спиртные напитки, не знаю, там, и жаловаться на судьбу. Вот нет такого. Вот просто нет. Слушайте, я понимаю, я бы там, не знаю, с курящим животным, с тем же самым каким-нибудь поехала. Я еду, я спокойно, как бы даже до вас... С каким курящим животным? Не понял. Что за курящее животное? У вас есть еще животное, которое курит? Конечно. Прекрасно. Девушка, я без вариантов, уберите. Я даже, я не поеду. Просто вот не поеду и все. Я не буду останавливаться. Я сейчас докурю и все. Нет, вы сейчас уберете, либо вы выйдете просто и будете курить на улице. Мне не надо здесь курить, я же вам объяснил, зачем так делать. Так, а за что я вам деньги-то плачу? Да, блин, да вы платите за то, чтобы я вас перевез из одной точки в другую, понимаете? Не за психолога, не за, я не знаю, там, раздавателя конфет, воды и всего остального, не за разрешение курить, не разрешение пить, там, еще что-то. Вот нет. Вот раньше я бы даже попросил бы вас доплатить, например, сидел бы и терпел, а сейчас мне не нужны деньги, мне нужен мой комфорт. Вы вызвали комфорт, вам нужен комфорт, и мне тоже нужен комфорт. А вы почему на меня кричите, может быть, вам? Да вы что не понимаете ничего. Вот если спокойно говорить, вы просто не понимаете и продолжаете курить. Вот что вы хотите, чтобы я делал в этой ситуации? Отобрал у вас вот эту херню вонючую. Слушайте, отобрали у меня. Я сейчас мужу позвоню, он у меня 15 лет отсидел. То ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Отсидел где? На табачной фабрике? В тюрьме. Прикольно. Я думаю, вам очень не понравится это знакомство. Серьезно? А что будет? Приедет со своими друзьями и отпетушат вас как следует. Это шлюха наш единственный шанс. Серьезно? Вообще огнище, блин. В жизни все надо попробовать, так что звоните, что делать-то будем. Время чтобы не тратить. Так, конечно, только на улице. Пустят вас, под хвост надают. Вот, отлично! Мечты сбываются! Спасибо, Дед Мороз. Я как раз это желание загадал на Новый год. Да? Давайте я открою вам дверку даже. Я не буду выходить, я вам сказала. Поехали дальше. А я смотрю, вы зря раздеваетесь. А татуировки, видимо, у мужа там, да, знакомцы били ему, да, авторитетные, и вам, видимо, тоже нахерачили, я вижу, да. Да, видимо, нахерачили. Сейчас вам нахерачат. Да уж скорей бы! Конечно же, меня надо проучить за то, что я не даю курить у себя в машине. Разумеется. И главное, вселенная, Бог и все остальное на вашей стороне, я вас уверяю. Вот вы смотрите, вы пока качаете, я уже докурила. Все, мы можем ехать дальше? Я вас не повезу. Я сейчас только проветрю, чтобы вот все выветрилось отсюда. Дым, запах и ваша глупость просто из головы, блин. Напишу, вас вообще снимут нахрен с работы. Это вы знаете, вы офигеете. Если бы я был один у Яндекса, возможно, это бы и произошло. Меня бы, возможно, даже на товарищеский суд бы вызвали.
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Но, к сожалению, это так не работает. А еще я вам больше скажу, что у меня в автомобиле ведется видеозапись. И ваши угрозы с помощью мужа, там, его друзей и смены моей ориентации как раз окажутся в Яндексе. И, скорее всего, не меня отлучат от Яндекса, а вас от него отлучат. И вам придется менять аккаунт, номер телефона и вообще связанный с этим геморрой. Либо просить вашего авторитетного мужа заказывать такси вам вместо себя самой любимой. И его друзей тоже. Короче, пора-барабам. Я никуда не поеду. Ну, то есть знакомиться будем с мужем, да, получается? Так Вот вам дать телефон, или вы со своего позвонить не можете? Так давайте. Так давайте, пожалуйста. Какой номер телефона? Будем звонить вашему мужу? Конечно, давайте. Так, давайте. Как зовут его? Алексей. Коля Тамбовский. Алексей. Очень смешно. Поехали дальше. Что вы встали? Я уже докурила. Я понимаю. Вы понимаете, то, что тут ехать буквально ничего? Да, так а что вы не могли потерпеть-то, если буквально ничего ехать-то? Вот с терпением-то у вас что? Вот у меня его с гулькин хрен осталось, потому что я не понимаю, почему еще раз я взрослым людям должен объяснять какую-то ерунду просто детскую, детско-садовскую, что писать и какать у меня в машине нельзя, что нельзя курить в машинке, кушать в машинке тоже нельзя. Вот зачем, почему я должен объяснять это? Вам, вашему мужу, его корешам, мне что, заняться нечем? Я вообще никогда такого не встречала. Вы вот, знаете, мне жена моя тоже говорила первую нашу встречу. Я никогда такого не встречал. Правда, там со знаком плюс был. Ну, как говорил Мавродий, любовь легко меняется плюс на минус, минус на плюс, на ненависть. Поэтому я к жизни ко всему привык. Это вам немножко философии бесплатно, кстати. Так что вызовите такси в любом другом месте, в любое другое время, но не меня, пожалуйста, очень вас прошу. Я не повезу вас, из принципа просто и все. Вы можете писать, читать, ругать, звонить, собирать людей, стрелки, белки забивать. Я не это самое. Так может в полицию тогда сейчас еще поедем? В полицию? Да. Хорошо, если у вас есть свободное время и у вас есть чем объяснить угрозы, которые вот мы покажем с вами запись, да? Вот, и вы объясните, с какого перепуга вы угрожаете мне, своим мужем, и вообще расправой, и физически в том числе. Что, готовы, нет? Готова. Уверены? Конечно. Уверены? Уверена. На 100%? Я вот на 100% уверена, что у вас никакая запись не ведется. Хорошо, договорились. Ладно, остановите. Да не, о чем, мы уже поехали почти. Вот там за углом. Остановите. Вите надо выйти. Ну хорошо, давайте. Всего хорошего вам. Ждите приятных знакомств. Договорились, мужу тоже привет передайте от меня. Давайте. Такого, да? Бля, да. Вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Так, авторитетный муж, которого, я уверен, никогда не было. Если вдруг ты меня смотришь, я тебя прошу, надо ее все-таки побольше научить по фене ботать. Так она проваливается. Выглядит она, конечно, вся серьезно, синькой вся забита, ну я, в общем, тоже, ну у меня, правда, не такие, не тематические в этом плане, но в целом надо ее как-то поднатаскать, что ли, ну, чтобы пострашнее было, а то так, ну, не очень страшно. Преступление и наказание. Совершил, так скажем, подлый поступок, не покурить. Это еще айкос, кто знает, что такое айкос, друзья мои. Это, я, честно говоря, не очень понимаю, как самим курильщикам это говно заходит, потому что воняет это, ну, в натуре, вот, то ли кот нассал в пепельницу, то ли блеванул в грязные носки, вот что-то такое, вот что-то с чем вот таким, в общем, это просто кошмар, жесть и жопа, и вообще что только не это, вонь лютая просто невероятно, как они это, сука, курят, я не понимаю, я сам в жизни много чего курил, ну, чтобы такую я... Мне кажется, курение должно приносить удовольствие, а не блевотный рефлекс рвот. Ну ладно. И продавцы айкоса, ну извините, ну вот это я так вижу, я так чувствую. Кошмар. Так, ну ладно, Яндекс. Сейчас у тебя пополнится коллекция странных женщин и странных угроз. Да. Так эротично мне еще никто не угрожал. Ничего. Муж. Бог не фраер, он все видит. Так что все будет хорошо. Тара-барабам.
Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!